Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Когда он твое безопасное место? Девятое место. Обычное домашнее поведение пары. Тэхён поглаживает Чонгука, а тот даже не придает значения, каким способом его нежит, настолько привычно. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Доказательство найдено». Теперь мы точно знаем, что ждать от Вигу в 2026 году. Правда, о секретном плане BTS, они готовили это 5 лет. Срочный ответ на главный вопрос. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Об их синхронности слагают легенды. Седьмое место. Мы были счастливы в Америке каждый день. Шестое место. Поведение пары. Просто он немного собственник. Примерно так и выглядели мы в тот день. Пятое место. Навсегда малыш Тэхёна. Четвертое место. Забота.
Неосознанно Чонгук нуждается в этой заботе от Тэхёна. Дышите, если согласны. Третье место. Новости. Тэхён – большой поклонник джазового исполнителя Чета Бейкера. В одном из интервью его спросили: вопрос: какой фильм тронул вас больше всего и почему? Ответ Тэхёна: в первую очередь вспоминается «Рожденный для грусти». То, как в нем показаны молодость Чета Бейкера, его боль и абсолютная преданность тому, что он любит, произвело на меня сильное впечатление. А последний взгляд Итана Хоука в фильме до сих пор стоит у меня перед глазами. Я помню, как подумал: возможно, это лучший фильм, который я когда-либо видел. Я большой поклонник джаза, поэтому был полностью поглощен этой историей. Однажды Тэхён выложил имитацию игры, сказав, что играет как Чет Бейкер, и в прошлом упомянул, что он станет корейским джазовым исполнителем, как знаменитый музыкант. Самые правильные ракурсы. Ждем новых, от которых будем плакать в подушку. Статья. Генеральный директор Hublot Жюльен Тарнар рассказал The Straits Times, что переговоры о сотрудничестве длились почти 18 месяцев. Почему Чонгук? Потому что он мастер во множестве направлений: танец, вокал, сцена. В нем сочетается столько талантов, так же, как и в Hublot сочетаются разные навыки и технологии, отметил он. Помимо главных лиц, Hublot, Жан-Кристоф Бабин, генеральный директор ЛВМХ-ВОЧ, поприветствовал Чонгука в семье. Добро пожаловать в семью Hublot, возглавляемую Жюльеном Тарнар. Для нас большая честь и привилегия, чтобы вы являетесь нашим глобальным амбассадором. Шин Дон Хон, известный южнокорейский инфлюенсер, поделился своим наблюдением. Чонгук считается одним из самых труднодоступных артистов для брендов в качестве амбассадора. Увидеть его на расстоянии 15 сантиметров было неожиданно, а увидеть вживую часы, которые трудно найти в Корее, также было очень приятным опытом. GQ Japan поделились информацией о том, что более 300 международных СМИ и инфлюенсеров были приглашены Hublot, чтобы своими глазами они могли увидеть его назначение глобальным амбассадором бренда. Чонгук – тот самый амбассадор, которого можно ждать хоть всю жизнь. В настоящее время ключевые лица Hublot и всей империи ЛВМХ радуются тому, что он стал частью их семьи. И за этой радостью облегченный выдох после 18 месяцев ожидания, переговоров, чтобы услышать его «да». Достаточно увидеть, с каким благоговением на него смотрит генеральный директор Hublot. Не как на селебрити, а как на фигуру, меняющую уровень бренда, и все сразу становится предельно ясно. Хочу обратить ваше внимание на крой штанов Чонгука и на его коварную улыбку, потому что он четко знает, вы будете в восторге от его брюк. Big Hit Music репостнули статью от Forbes о проекте вот Is Your Love Song. В день Святого Валентина поклонницы BTS Йоланда Гаглио и ее 95-летняя мама Изабель проснулись утром
чтобы доехать из Вестминстера к The Grove в Лос-Анджелесе. В Твиттер они увидели сообщение о том, что в этот день, возможно, произойдет нечто, связанное с глобальными суперзвездами. Изабель, укутавшись в плед с изображением Чонгука и надев повязку с надписью «Ви», терпеливо ждала возможного сюрприза от любимой группы. «Мне нравится смотреть на инсталляции, общаться с людьми, знакомиться с новыми и получать цветок от моего биаса», говорит Изабель, прабабушка и популярная фигура в соцсетях. Менее чем за сутки до этого стены из роз появились в Коукс, Сеул и Кавент-Гарден, Лондон, где всем желающим бесплатно раздавали цветы. Каждый цветок упаковывали и прикрепляли карточку с фразой «My love song is» и QR-кодом, ведущим на сайт AriRank, где можно было создать персональный баннер со своим именем, артистом и любимой песней о любви. Когда все розы были разобраны, на стене появилась надпись «What is your love song?» с названием BTS ниже. Глобальная кампания приурочена к выходу 5-го полноформатного альбома AriRank, глубокого и рефлексивного проекта об идентичности, корнях и любви. Слоган «What is your love song?» предлагает каждому задуматься о песнях, которые вызывают в сердце те же сильные чувства. В Сеуле, Нью-Йорке, Лондоне и Лос-Анджелесе по всему городу появились баннеры, световые проекции, муралы и розовые стены с этим вопросом. Хотя BTS пока официально не объяснили значение слогана и не подтвердили, является ли он названием песни, АПМУ активно участвует в кампании. В пресс-релизе Big Hit говорится: «Love Song — это больше, чем просто песня о любви. Это композиция, которая возвращает воспоминания и дарит утешение и силу». Мы надеемся, что вопрос «What is your love song?» станет поводом для каждого вспомнить песню, которая занимает особое место в его сердце. За несколько дней до раскрытия BTS, как организаторов кампании, загадочный вопрос появился на фасадах зданий рядом со станцией Сандонсу в Сеуле. Плакаты с тем же слоганом транслировались на электронном билборде в Таймс-сквер, а также в районах Ист-Виллидж, Сохо и Бруклин. Световые проекции украсили фасад Barnes & Noble на Юнион-сквер. В Лондоне надписи появились на LED-экранах станций Ватерлоо и Бридж. Кроме того, Spotify выпустил EP What is Your Love Song из 6 треков, посвященных разным проявлениям любви, к себе, к фандому, романтической, исцеляющей, безответной и ностальгической. Пользователи могут ежедневно голосовать за одну из категорий. Зачем, пока не раскрыто. Кампания продолжается. И главный вопрос остается тем же: What is your love song? Эти мини-танцы от Чонгука. Обновление Юнт. Делимся кадрами со съемок Юнт. В каждом мгновении Ви словно ожившее искусство. Игра света и тени подчеркивает безупречные линии его профиля, а мимолетные выражения лица застывают в мгновении, словно кадры из фильма. Немного чувственности вам в ленту. Фанаты дуреют с этой прикормки.
Как же он кайфует от этих движений. Среди участников BTS товары Тэхёна чаще всего ищут зарубежные фанаты. После объявления графика выхода полноформатного альбома 15 числа прошлого месяца объем поисковых запросов по соответствующим ключевым словам вырос почти в 20 раз, что совпало с резким увеличением торговли поддержанными товарами. Зарубежные фанаты BTS также активно совершают покупки на Banggoengter. Среди зарубежных фанатов участником с наибольшим количеством поисковых запросов по товарам оказался V, в то время как покупки товаров BTS пользователями из Европы, особенно из Великобритании, Испании и Австрии, показали тенденцию к росту. Banggoengter проанализировал, что реакция фанатов на новости о возвращении BTS немедленно отразилась в поисковых данных, и что спрос на товары также вырос в преддверии предстоящих концертов в стране. Они доверяют друг другу и знают, что их подразнивание никогда не обидит второго. Чангук и красный цвет. И кто-то скажет, что ему не идет дуть губки. Тэхён и оранжевый. Тэхён и бандана. В Экрор много хороших вокалистов. Тех, кто стабильно поет, берет нужные ноты, звучит правильно и вписывается в формат. Это важно и нужно. Но есть разница между вокалистом, который хорошо выполняет задачу, и артистом,
чей голос становится частью смысла музыки. Ким Тэ-хён как раз из второй категории. Его голос узнается сразу. Не потому, что он громкий или эффектный, а потому, что в нем есть характер. Есть вокалисты, которые поют песню, а есть те, через кого песня дышит. Ким Тэ-хён именно из вторых. Его талант не в демонстрации силы или диапазона. Он в умении останавливаться. В том, как он может задержать ноту на долю секунды дольше, чем нужно, и этим одним моментом изменить все эмоциональное поле песни. В том, как он иногда словно забывает о правильности и выбирает правду. Импровизация у Тэ-хёна не эффект и не украшение. Это способ мышления. Он чувствует музыку телом, меняет интонацию в зависимости от настроения, пространства, дыхания, даже тишины вокруг. Его вокал никогда не звучит одинаково, потому что он живой. Сегодня фраза может быть мягкой и почти шепотом, завтра чуть резче, с хрипотцой, с надломом. Не потому что так надо, а потому что так чувствуется сейчас. В этом и есть редкий артистический риск – позволить моменту влиять на исполнение. Большинство вокалистов стремятся к контролю. Тэ-хён позволяет себе доверие к себе, к эмоции, к импульсу. Он может слегка сломать линию, не допеть, затемнить звук. И именно в этом рождается интимность, ощущение, что ты слышишь не запись, а человека. Его тембр как почерк, узнаваемый, неровный, теплый. Но главное, он наполнен внутренним смыслом. Каждая импровизация у Тэ-хёна звучит так, будто он разговаривает с песней, а не исполняет ее по инструкции. Он не повторяет, он интерпретирует. И, возможно, именно поэтому его голос невозможно подменить. Можно взять ноты, аранжировку, даже манеру, но нельзя воспроизвести ту паузу, то дыхание, то чувство, с которым он входит в звук. Потому что это не техника. Это личность. Талант Тэ-хёна в смелости быть неидеальным. А импровизация в умении превратить эту неидеальность в искусство. Самый легкий груз для Чонгука. Его привычка морщить нос, пожалуйста, он такой очаровательный. Я не перестаю гордиться им. Давайте лишь еще раз убедимся в том, что Тэ-хёну бы очень пошло сыграть антагониста. Их любовь такая очевидная.
Чангук носит недавно выпущенные часы Big Bang Original Aniko, и это тоже не случайно. В этих часах воплощена 20-летняя история Hublot, создаваемая слой за слоем, точно так же, как исполнитель создает себя песня за песней. Бренд считает, что часы являются значимым партнером, который соответствует его индивидуальному стилю и художественному направлению, а не символом какого-то отдельного повествования. Говоря о партнерстве, Чангук вспомнил, как его пути пересеклись с Hublot на чемпионате мира по футболу в 2022 году. Выступление Dreamers на чемпионате мира по футболу 2022 года, где Hublot выступила в качестве официального хронометриста соревнований, стало моментом, когда время и музыка почувствовали связь. Теперь, когда мы сотрудничаем с Hublot, кажется, что этот момент завершается. Я всегда восхищался уверенностью бренда, его мастерством и тем, как он прокладывает свой собственный путь, говорит он. По словам Чангука, для него стать послом бренда Hublot – это новый опыт. Он родился как раз в тот момент, когда начал интересоваться часовым делом и обзавелся собственными роскошными часами. Лично для меня это новый опыт, поэтому я с нетерпением жду его. Поскольку я практически впервые становлюсь послом часового бренда, это кажется особенно значимым. Благодаря этой возможности я надеюсь лучше узнать Hublot и еще больше привязаться к часам, говорит он. Генеральный директор Hublot Жюльен Торнаре, в свою очередь, отметил, что Чангук отражает дух Hublot, готовность расширять границы, что делает его идеальным представителем бренда. Чангук – один из самых влиятельных исполнителей своего поколения. Его точность, страсть и стремление раздвигать границы отражают сам дух Hublot, говорит Жюльен. Точно так же, как мы постоянно переосмысливаем, совершенствуем и реинженерируем наши творения. От сочетания материалов до мастерства наших собственных механизмов. Чангук несет в себе дух эволюции, он всегда трансформируется, всегда оригинален. Для нас большая честь приветствовать его в семье Hublot. Второе место. Это так интимно. Тэхёна можно понять. Как же хочется, чтобы Чангук в один момент раз и выложил подборку фотографий с Тэхёном. Первое место. Один из самых любимейших моментов. Чангук стоял до последнего и ждал Тэхёна, чтобы встать рядом друг с другом. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.